К сожалению, не все дела раскрывают быстро. Иногда какого-то маньяка могут искать десятилетиями, а на расследование потратить 18 миллионов долларов. Безумие! Сегодня я расскажу про самые сложные и запутанные дела, тайну которых раскрывали только спустя много лет. Невероятные повороты, везение и шокирующий результат. И начну с действительно масштабного расследования, которое закончилось совершенно неожиданно. Полиция Германии потратила целых 15 лет и 18 миллионов долларов, пытаясь поймать преступницу-невидимку, связанную с более чем 40 преступлениями. За подсказку об этом загадочном преступнике даже обещали немало денег – 300 тысяч евро. И хотя следы искали по всей Европе, улик было почти ноль. Виновником всех этих бед, казалось, была женщина. Но что она совершила? Ее история начинается в маленьком городке Идар-Оберштайн, где 62-летняя Лизалотта Шляйнгер пригласила соседку на чай. Когда соседка пришла и постучала, никто не ответил. Полиция нашла тело Лизалотты, удушенной лентой из букета на столе, готовым к чаепитию. Входная дверь была невредима, что говорило о том, что Лизалотта сама впустила убийцу. Следствие зашло в тупик, несмотря на отсутствие видимых улик, кроме следа ДНК на кружке. Через 8 лет в Фрайнбурге похожее убийство антиквара Йозефа Фальценбаха повторило сценарий. Снова без видимых следов взлома и улик, кроме ДНК убийцы. Эти убийства объединяла одна деталь – отсутствие взлома и небольшая украденная сумма, указывая на работу профессионала. В 2001 году, когда мальчик нашел на детской площадке шприц с запрещенным веществом, на нем вновь обнаружили ДНК той же женщины, что и в предыдущих случаях, что опять озадачило полицейских. Далее следы обнаруживают на машине, которую угнали, а через 2 месяца в Майнце кто-то вскрывает дверь кемпера, видимо, ища укрытие на ночь, ведь красть было нечего. Полиция, расследуя этот случай, находит образцы ДНК на кусочке печенья. Да, опять она, та самая невидимка. Получается, что преступница скитается без определенного места жительства и может быть связана с наркотиками. В Майнце начались облавы на бездомных и наркоманов, но без результатов. А в 2002 году, стремясь расширить поиски и привлечь внимание общественности, полиция обратилась к СМИ. Как понимаете, тоже без толку. Между 2003 и 2005 годами следы женщины без лица всплывают во Франции, в Арбуа, на игрушечном пистолете, использованном во время ограбления ювелирного магазина, в Австрии, в Ансфельдене, при взломе сетевого магазина и в Тироле, в сарае, где нашли спортивный костюм, также с остатками ее ДНК. К концу 2005 года она возвращается в Германию, где ее ДНК обнаруживают в ограбленном баре и на пуле из стены после стрельбы в цыганском таборе в Вормсе. Это подтверждает предположение о бродячем образе жизни, связанном с цыганскими таборами, но все проверки оказываются безуспешными. В 2007 году в Хайльбране произошло чрезвычайное событие. На парковке были найдены 2 полицейских с огнестрельными ранениями. 22-летняя Михель Кизеветер скончалась на месте, а ее напарника Мартина Арнельда удалось спасти. На месте преступления в полицейской машине снова находят следы женщины без лица. Событие вызвало массовую полицейскую операцию с проверками и обысками, особенно среди цыганской общины Синти, но безрезультатно. Даже после тщательных допросов и обысков, включая гипноз пострадавшего полицейского, который предоставил описание одного из нападавших, расследование не принесло результатов. Глава расследования предполагал связь преступницы с восточноевропейской преступной группировкой и западноевропейской мафией, занимающейся нелегальной торговлей на территории Хайльбрана. Но и это направление не дало ответов, и следы женщины вновь пропали, лишь чтобы появиться позже в Людвигсхафене. Прикиньте, какая-то женщина убивает людей, полицейских, колесит по всей Европе, воруя по мелочи, и при этом даже не удается составить ей фоторобот. В январе 2008 года 4 грузинских мужчин, решив купить автомобиль в Германии для последующей перепродажи в Грузии, сталкиваются с продавцом-иракцем. После встречи на авторынке 3 из них отправляются с ним в другой город, оставив одного ждать.
Вскоре последний, не дождавшись возвращения друзей, сообщает в полицию об их исчезновении, описывая иракца, который, как выясняется, является полицейским информатором. На следующий день обнаруживают тела грузин в реке, а автомобиль иракца на стоянке аэропорта. В машине находят ДНК женщины без лица. В феврале полиция задерживает иракца, который рассказывает о сомалийце Ахмеде, привлекшем его в криминальную сделку, закончившуюся убийством грузин. Ахмед же перекладывает вину обратно на иракца. Несмотря на предложение о сделке, оба отрицают наличие женщины среди преступников. Странно, да? Уже идут предположения, что женщина без лица может маскироваться под мужчину. Психологические портреты и фоторобот указывают на возможное высокое положение преступницы в криминальной иерархии. Осенью 2008 года, после находки тела Дианы Павличенко, жестоко убитой, полиция рассматривает версию о том, что преступница может быть психически больной среди пациентов клиники, где работала Павличенко. Несмотря на масштабные проверки ДНК, результатов не последовало. В 2009 году расследование делает резкий поворот, когда новый анализ ДНК, найденного на месте пожара во Франции, наконец приводит к решению загадки. Женщина без лица оказывается 71-летней уроженкой Польши, работавшей на заводе по производству ватных палочек, которыми пользовались криминалисты для сбора образцов ДНК. Таким образом, ДНК женщины оказывалась на местах преступлений из-за контаминации оборудования. Это открытие стало одной из самых знаменитых ошибок в истории немецкой полиции, подчеркивая сложность и непредсказуемость работы по расследованию преступлений. Но идем дальше, сейчас расскажу еще про одно дело. В начале 2020 года стало известно о разгадке мрачной тайны, которая держала в напряжении власти штата Висконсин целых 43 года. Да-да, вы не ослышались. Это дело началось с трагического события 9 июля 1976 года в заповеднике МакКлинток. Дэвид Шульдес и его невеста Эллен Матиас приехали туда на выходные, чтобы провести время вдали от городской суеты. Однако их поездка обернулась последним приключением в жизни. Шульдес был убит из винтовки, а Матиас несколько раз изнасилована, а потом убита. Причем все это было еще на глазах живого мужа. Бедняга ничего не смог сделать. Убийца в итоге исчез, оставив лишь следы своего ДНК на одежде жертвы. Следствие долгое время было в тупике, несмотря на все усилия и смену детективов. Использование ДНК дактилоскопии в 1990-х годах под руководством детектива Крейга Бейтса дало надежду на успех, но соответствующего профиля в базе данных так и не нашлось. Что же делать? Переломный момент наступил в 2018 году, когда дело взял в свои руки детектив Тодд Болдуин. С помощью Тома Шоу, специалиста по ДНК-фенотипированию, был воссоздан предполагаемый облик убийцы. Этот портрет помог генеалогу сузить круг подозреваемых до одной семьи, что привело к определению Реймонда Ванивенховена как главного подозреваемого. Ему тайно было предложено заполнить анкету и заклеить конверт, используя свою слюну. Анализ показал, что именно его ДНК совпало с образцом, найденным на одежде убитой. В марте того же года у него дома были найдены вещественные доказательства, включая винтовку и гильзы. Несмотря на сомнения близких и отрицание самого Реймонда, обвинения против него кажутся неоспоримыми. Суд над Ванивенховеном стал заключительной точкой в этой долгой истории. Но если вы думаете, что 43 года – это много, то вот вам еще одно такое дельце. Завершение 55-летнего расследования в Питтсбурге, штат Пенсильвания, стало возможным только в феврале 2020 года, когда древняя история, начавшаяся однажды осенью 1964 года, наконец получила свое разрешение. Альберт Аркьюри и его семья тогда столкнулись с необъяснимым исчезновением Мэри, жены и матери их детей.
Альберт объявил родственникам и друзьям, что Мэри ушла из дома, оставив их ради другого мужчины. С тех пор никто не видел ее живой. Долгие годы молчания окутывало судьбу Мэри, пока в 2018 году в ходе ремонтных работ во дворе дома, в котором когда-то жила семья Аркьюри, не были найдены останки женщины. Тереза Рока, помощница начальника полиции Питтсбурга в отставке, которая в прошлом занималась поиском пропавших без вести, включилась в расследование. Рока, будучи давней подругой Мэри, предположила, что останки могут принадлежать ей. Вскоре после объявления Альберта о побеге Мэри в городе ходили слухи об изменах, но никто из близких не мог поверить, что она способна покинуть своих детей. После смерти Альберта, которая по официальной версии была квалифицирована как самоубийство, история о Мэри оставалась неразгаданной. Связь с дочерью Мэри, Донной, позволила провести ДНК-анализ, который подтвердил, найденные остатки действительно принадлежали Мэри Аркьюри. Это открытие не только положило конец многолетним домыслам и слухам, но и обнажило трагическую правду о том, что Мэри никогда не покидала свой дом, противореча версии Альберта. Хотя точные обстоятельства смерти Мэри и остаются неизвестными, факт нахождения ее останков на собственном дворе ставит под сомнение историю об ее уходе и заставляет задуматься о том, что на самом деле произошло в далеком 1964 году. Но если это было просто разовое убийство, то что скажете про историю маньяка длиной в несколько десятилетий? Так, например, одной внимательной и любопытной библиотекарше удалось раскрыть тайну Терри Расмуссена, харизматичного и беспощадного серийного убийцы, который на протяжении многих лет убивал женщин и детей, каждый раз изобретая себе новую идентичность. Но давайте по порядку. В 1986 году под именем Гордон Дженсен он жил в трейлерном парке в Калифорнии с 5-летней Лизой, представляя ее как свою дочь. Девочка жила в условиях крайней нужды, часто голодала и была одета в изношенную одежду. А самое ужасное, что Терри насиловал девочку. Спустя несколько месяцев Дженсен исчез, оставив девочку соседям. Полиция выяснила, что раньше у нее были братья и сестры, умершие от травяных грибов. Это, по ее словам, Терри просто так представлял других детей, которые периодически появлялись у них в трейлере. В ходе расследования был обнаружен только один отпечаток пальца Дженсена, который совпадал с отпечатком Кертиса Кимбалла, задержанного за вождение в нетрезвом виде. Странно, да? Это открытие выявило, что под разными именами Расмуссен скрывал свою истинную личность и продолжал свою кровавую деятельность, оставаясь невидимым для правоохранительных органов. И дальше вы удивитесь этому размаху и бесчеловечной жестокости этого человека. Задержан на угнанном автомобиле. Он согласился на сделку с полицией, избежав обвинений в сексуальном насилии за признание того, что оставил ребенка в небезопасном месте. Это привело его в тюрьму всего на 1,5 года. Однако после досрочного освобождения в октябре 1990 года Расмуссен нарушил условия испытательного срока и сбежал. В 2001 году он вновь сменил идентичность, став Ларри Венером, и завязал отношения с девушкой по имени Джун, обманув ее рассказами о своем фиктивном богатстве и службе в ЦРУ. Их роман закончился исчезновением женщины, тело которой было найдено спустя несколько месяцев в подвале ее дома под грудами мусора. Но знаете, что самое глупое? Расмуссен сам предложил полиции сдать отпечатки пальцев для доказательства своей невиновности. Расмуссен не ожидал, что это приведет к раскрытию его множественных личностей, включая Гордона Дженсена. Вскоре он сознался в убийстве Джун, что привело его к пожизненному приговору. Но никто не мог понять, откуда вообще у него взялась девочка Лиза. Загадка ее происхождения оставалась нераскрытой до его смерти в 2010 году. В 2015 году уже взрослая Лиза нашла свою родственницу Денис Бадин, встречавшуюся в последний раз в 1981 году с Бобом Эвансом, еще одним псевдонимом Расмуссена. Это подтвердило, что Денис была ее матерью, а фотография Эванса окончательно связала его с Расмуссеном, раскрывая его мрачную историю преступлений и ложных личностей.
Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. В 1985 году в небольшом городке Алленстаун, недалеко от места жительства Денис Бадин, была обнаружена бочка, в которой находились останки молодой женщины и девочки 9-10 лет. Через 15 лет в 2000 году на том же месте была найдена еще одна бочка. В ней были тела двух девочек младше 4 лет. С тех пор, как в 1977 году Расмуссен начал работать в этом районе под вымышленным именем Боб Эванс, он имел отношение к участку, где были найдены бочки, принадлежавшему его начальнику. ДНК-тесты показали, что одна из девочек была его биологической дочерью, а матерью двух других детей была женщина, найденная в первой бочке. Ребекка Хит, библиотекарша, активно занимавшаяся генеалогией и этим делом, смогла выявить связь между исчезновением женщины по имени Марлис Макуотерс в конце 1970-х годов и этим делом. Марлис имела двух дочерей, Мэри и Сару, и, по словам ее родственников, была замужем за мужчиной по фамилии Расмуссен. Эту информацию Ребекка передала полиции. В июне 2019 года после проведения ДНК-анализа было подтверждено, что найденные останки принадлежат именно Марлис Элизабет Макуотерс и ее дочерям Мэри и Саре. Четвертая девочка, также найденная среди останков, была дочерью Расмуссена, но ее личность так и не была установлена. И самое ужасное, что полиция до сих пор не уверена, что нашла все жертвы Терри и все его личности. И таких дел тысячи, которые ждут случайной зацепки и какого-то неожиданного разворота. А представьте, сколько еще преступников на свободе. Если вам интересна эта тема, то обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и спасибо за просмотр.